Добро пожаловать на канал Гудзик DIY. С вами, как всегда, Катя. И в сегодняшнем видео я хочу сделать стильную ключницу в виде цветных домиков из картона. Давайте приступать. Вырезала силуэты домиков из гофрированного картона. У меня картон достаточно тонкий, поэтому дублирую некоторые детали и склеиваю их между собой. При работе с картоном очень удобно использовать именно клей-карандаш. Он достаточно прочно склеивает и, в отличие от термоклея, не так быстро схватывается. Так что можно будет исправить недочеты или передвинуть деталь в процессе работы. В описании под видео вы найдете ссылку на шаблон домиков. Также, если вы впервые на моем канале и еще не видели другие мои видео по изготовлению домиков из картона, их тоже сможете посмотреть, перейдя по ссылкам в описании. Оклеиваю всю поверхность салфетками для того, чтобы закрыть срезы картона. Окрашиваю домики акриловой краской в 2 слоя и зашкуриваю мелкозернистой наждачкой, чтобы выровнять поверхность. Намечаю контур окошек простым карандашом и закрашиваю краской в 2 слоя. Использую те же цвета, которыми красила основу домиков, для того, чтобы они лучше сочетались между собой. После высыхания краски на окошках рисую оконные рамы контрастным цветом. И делаю легкие потертости наждачкой. Наши домики почти готовы, и сделаю для них основу из нескольких слоев картона. Торцы можно оклеить салфетками, как на самих домиках, но для того, чтобы не ждать высыхания клея, я использую малярный скотч. Окрашиваю торцы. Я выбрала цвет крайнего домика, чтобы основа не выделялась. Можно наоборот выбрать контрастный цвет основы, все зависит только от вашего желания и фантазии. По нижнему краю картонной заготовки приклеиваю деревянный брусок, на момент кристалл. Сначала покрасила его белым цветом, потом синим и зашкурила наждачкой, чтобы состарить и проявить фактуру дерева. Обвожу оконные рамы серебристой краской полупрозрачным слоем. После того, как я приклеила домики, мне показалось, что еще чего-то не хватает. Теперь беру пенопластовый поддон от зефира. В него есть разметка в клеточку, по ней как раз будет удобно нарезать колышки для забора. Также оставляю 2 длинные неразрезанные планки. Крашу акриловой коричневой краской, и пока она сохнет, покрываю домики акриловым глянцевым лаком. И прикручиваю крючки к деревянному бруску. Приклеиваю сначала длинные планки, а сверху досточки на расстоянии через 1 клеточку. И окрашиваю еще 2 оттенками коричневого. Наношу краску неравномерным слоем, чтобы придать вид старого дерева. Решила еще добавить фонари. Делаю их из бамбуковой шпажки и воздушного пластилина. Мой пластилин немного загустел, поэтому я разбавила его водой. Покрываю им полностью всю палочку, делаю утолщение вверху
И добавляю декоративные элементы, которым придаю фактуру с помощью тонкой соломинки. Даю пластилину хорошенько высохнуть и окрашиваю серебристой краской в 2 слоя. Приклеиваю фонарик к домикам на клей ПВА. Так получается аккуратнее, чем на термоклей, потому что после высыхания ПВА становится полностью прозрачным. Решила, что в композиции еще не хватает цветов. Для них я беру готовые сложные тычинки и приклеиваю за заборчик. Также использую клей ПВА. Как видите, из такого доступного и бюджетного материала, как картон, у нас получился стильный, а главное функциональный декор интерьера. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.